А вы вот, например, знали, что анализ митохондриальной ДНК современного населения Исландии показал наличие галогруппы C1e, которая характерная для коренных американцев. Это доказывает, что одна из прародительниц исландцев была коренной американкой, которая вернулась с викингами из их многочисленных поездок в Америку задолго до Колумба. Сейчас уже точно известно, что первым европейцем, открывшим Америку, был викинг Лейф Эриксон. И это произошло аж за 500 лет до знаменитого путешествия Колумба. Лейф был викингом и опытным мореплавателем. Но в его время технологии кораблестроения были более простыми, и его корабль Кнор был сравнительно небольшим. Палуба была открытой, под ногами был простой настил из досок, под которым хранились бочки с водой, едой и оружием. Спали прямо на палубе в кожаных спальных мешках, а в плохую погоду натягивали тент из толстой шерсти. Ели викинги сушеную рыбу, вяленое мясо и пресные лепешки. Такой корабль мог перевозить в среднем около 30 и менее человек. Часто с домашним скотом, который содержали в небольшом трюме. Другой разновидностью кораблей викингов были дракары. Дракары могли перевозить уже до 60 воинов и были боевыми кораблями. Нос дракара украшала деревянная голова дракона для устрашения противника. Когда дракар с воинами-викингами возвращался из набега, эту голову всегда снимали, чтобы не пугать соплеменников. Возвращаться с головой дракона на носу считалось плохой приметой. Кстати, вот скажите, почему же, если дракар перевозил больше воинов, людей, Лейф не отправился на нем в Америку, а выбрал именно Кнор? Вот как вы считаете? Строго говоря, викинг – это была не национальность, а скорее род занятий. Викинги жили на территории Скандинавии, Норвегии, Швеции и Дании, занимались сельским хозяйством и рыбалкой и периодически отправлялись в набеги на соседние страны. Наказать их было некому, потому что жили они в глухих северных землях, малоизвестных в те времена, по берегам фьордов. Добраться туда можно было только морем, если хорошо знать дорогу. Вокруг поселений часто были непроходимые леса, в которых было очень просто укрыться при необходимости. Жили викинги, как правило, все вместе, одной общиной в длинном прямоугольном здании с крышей, покрытой торфом или соломой. Внутри дома не было отдельных помещений, а вдоль стен располагались длинные скамьи, на которых сидели или спали по ночам. В центре здания располагался большой очаг, который давал тепло и на котором готовили пищу. Дым выходил прямо через дыру в крыше. Пол был земляной, и часто в этом же доме были отдельные стойла для коров, коз и овец. То есть практически рукотворная пещера. Грязной и тяжелой работой занимались рабы, которых викинги привозили из набегов и продавали как домашний скот. Для того, чтобы навести порядок, конечно же, существовал закон, но викинги его довольно часто нарушали, и наказанием часто становилось изгнание. И именно таким образом Эрик Рыжий, отец Лейфа, и вся его семья оказались вначале в Исландии. Они были изгнаны из Норвегии за убийство. Исландия не исправила Эрика, и примерно в 980 году он был изгнан и оттуда, и за те же преступления.
В этот раз изгнание было только на 3 года. В Норвегию Эрик Рыжий вернуться уже не мог, потому что оттуда он был выгнан пожизненно. И поэтому отправился на поиски новой земли, которую можно было увидеть в хорошую погоду с гор на западе Исландии. Эту землю он назвал Гренландия и основал там поселение. Эрик позже, когда закон ему это разрешил, вернулся в Исландию и начал собирать желающих для переселения в Гренландию. Таким образом, в Гренландии появилась первая колония европейских поселенцев. Гренландская колония – это, пожалуй, самый яркий пример того, как европейцы пытались выжить в суровых арктических условиях. Викинги продержались там почти 500 лет. На пике развития население этой колонии достигало около 5000 человек. Основой экономики было разведение коров, коз и овец. Вот странно, правда? Овцеводство в Арктике. Конечно, весь скот викингов был особой арктической породы, небольшого размера, адаптированный к холоду и питанию мхом из-под снега. Кстати, огромное спасибо вам за лайки, а мы продолжаем. Так вот, охотились гренландцы на оленей, карибу и тюленей. Моржовая кость и бивни нарвала были главным экспортным товаром, который меняли на железо и дерево. Очень интересный научный факт. Раскапывая древние поселения викингов в Гренландии, ученые почти не находят костей рыб. То есть, вероятно, мясо оленей, тюленей и домашнего скота было довольно много, и рыба была непопулярна. Продолжительность жизни викинга была 30-40 лет. И о здоровом питании тогда мало кто задумывался. Люди просто не доживали до такого возраста, когда это становилось актуально. Кстати, в пользу этой теории, той теории, что викинги не ели рыбу в Гренландии, например, говорит тот факт, что в современной Монголии, где мясо домашнего скота – это основная пища, и кругом бескрайние стада овец, коров, лошадей и верблюдов, так вот там, вы не поверите, многие монголы просто не едят рыбу и называют ее даже водяной змеей. Ну, по крайней мере, так было раньше. Вполне вероятно, что что-то подобное было и в Гренландии. Так вот, к середине XIV века достоверно известно, что колония в Гренландии опустела. Причин было много. Это и начало малого ледникового периода, когда климат стал более холодным. Это и падение спроса на моржовую кость, и эпидемия чумы в Европе, когда торговые корабли перестали приходить. Без торговли гренландцы просто не могли существовать. У них элементарно не было ни древесины, ни железа. Вот в исландских хрониках XIV века упоминается о встрече с гренландцами. И написано, что на корабле у них все было сделано из дерева. То есть все крепления, которые обычно делаются из железа. И далее там прямо написано, что жители Гренландии добровольно отказались от истинной веры и христианской религии и, отвергнув все добрые нравы и истинные добродетели, обратились к народу, внимание, к народу Америки. Да-да, вы не ослышались. Скандинавы знали о существовании Америки все это время, задолго до рождения Колумба. В оригинальном тексте Америка, вероятно, называлась Винланд. Это древнее название, которое они ей дали. Но в поздние времена монах, переписывающий эти хроники, видимо, просто заменил архаичное название на Америку, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Кстати, почему они не заселили Америку, как Исландию, например? Казалось бы, более богатая страна лесами и ресурсами. Как вы считаете? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Согласно исландским хроникам,
когда норвежские или исландские моряки встретили этих последних гренландцев, они были настолько поражены их видом и отсутствием металла, что сочли их одичавшими и отпавшими от веры. Как бы то ни было, но во времена Эрика Рыжего викинги только начали колонизировать Гренландию. А если вы посмотрите на карту, то увидите, что расстояние от Гренландии до Северной Америки практически такое же, как до Исландии. И, кстати, намного меньше, чем до Норвегии. Поэтому совсем неудивительно, что однажды норвежец по имени Бьярни, который хотел навестить своего отца в Гренландии, сбился с пути в тумане и, промахнувшись мимо Гренландии, доплыл до Америки. Увидев густые леса, он понял, что это не Гренландия. Но не стал высаживаться на берег, а вернулся назад и в конце концов добрался до Гренландии с рассказами о земле, покрытой деревьями. Лейф Эриксон, сын Эрика Рыжего, решил проверить рассказы Бьярни и вместе с 35 викингами отправился на запад и стал первым европейцем, высадившимся в Америке. На самом деле это не было таким уж нереальным путешествием, и даже 1000 лет назад торговый корабль гренландцев при удачном стечении обстоятельств мог добраться до берегов Америки меньше, чем за неделю. Лейф же вначале достиг самого севера Америки – Баффиновой земли, а это для него было возможно сделать даже за 3 дня. Баффинова земля встретила его плоскими скалами, и он назвал ее Хеллуланд, что и означает «земля плоских скал», и двинулся вдоль берега дальше на юг к Лабрадору. Когда он достиг Лабрадора, то наконец увидел там леса, о которых рассказывал Бьярни, и назвал эту землю Маркланд, земля лесов. Осознав, что чем дальше он продвигается на юг, тем интереснее становятся пейзажи, Лейф решил двинуть еще дальше и наконец нашел там место, которое ему приглянулось для долгой стоянки. Вероятно, это было где-то в районе Новой Шотландии на юге Канады, потому что только там растет дикий виноград, который упоминается в сагах о гренландцах. Место этой последней стоянки получило название Винланд, страна винограда, и это название так и закрепилось за Америкой в скандинавских сагах. Впоследствии викинги еще не раз посещали Винланд, и это отражено в сагах. А кроме того, на острове Ньюфаундленд археологи даже раскопали поселение викингов Lands of Meadows, и там нашли 8 построек, железная кузница, мастерские и типично скандинавские артефакты, лампы, заклепки и прочее. Так вот, радиоуглеродный анализ деревянных артефактов из этого поселения Lands of Meadows с использованием данных о космической радиации позволил установить точную дату пребывания викингов – 1021 год нашей эры. Кроме того, на территории Америки, в штате Мэн, была найдена норвежская серебряная монета XI века, а анализ митохондриальной ДНК современного населения Исландии показал наличие галогруппы C1E, характерной для коренных американцев, индейцев, что говорит о контактах и о том, что женщина-индианка была привезена в Исландию и оставила там свое потомство, как мы уже упоминали об этом в самом начале. И, кстати, глянув еще раз на карту, вы сразу же поймете, что рейсы в Америку за древесину были, скорее всего, обычными для гренландцев. Это не было что-то такое, как великое путешествие Колумба. Это было просто самое близкое место, где растут деревья для гренландцев. Таким образом, весь этот шум вокруг открытия Колумбом Америки, скорее всего, возник не потому, что европейцы совсем уже ничего не знали о том, что она была уже открыта,
а потому что Америка оказалась настолько огромной, что в средних веках просто никому в голову не пришло, что то место, где оказался Христофор Колумб, как-то связано с каким-то там Винландом где-то в Гренландии. Спасибо за просмотр и не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал.